Неизвестные, но очень осведомленные источники, как и положено, сообщили, что Еврокомиссия консультируется с государствами-членами по поводу новых санкций. По поводу новых санкций. Планы следующие. Отключение банков российских, разумеется, от SWIFT. Еще 20 банков нашли, которые надо отключить. Запрет на использование газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Потому что сейчас их используют вовсю, а так запретят. Это справедливо. Справедливо. Чего я, в конце концов? И снижение потолка цен. Давайте соответствующую цитату и пройдемся катком сарказма по происходящему. ЕС планирует предложить снизить потолок цен на нефть, установленный «Большой семеркой», примерно до $45 за баррель, пишет Bloomberg. Во-первых, дорогой Bloomberg, если ты нас смотришь, не «Большой семеркой», это называется «Коалиция по сдерживанию доходов Российской Федерации от экспорта нефти». И входит туда «Большая семерка», ЕС и, не надо забывать, мощного члена этой коалиции – Австралия. Австралия тоже входит в эту коалицию. Большая семерка. Что это вы, в конце концов? Не исключено, что присоединится Монако. Уже Швейцария, Норвегия с большим сочувствием отнеслись к потолку цены, тоже как бы присоединились. Но, знаете, взяли табуреточку, пришли в зрительный зал, поставили, рядом с креслами и сидят, смотрят, как работает потолок. Тут надо заметить следующее. Во-первых, другие осведомленные источники недавно говорили, что рассматривают снижение до $50. Теперь, 45. С чем это связано? $5 направо, $5 налево. Да. Это полька «Карабас», как пелось в одной замечательной детской песенке. Так вот, в конце 2022 года Большая семерка, Европейский Союз и Австралия. Еще раз обращаю внимание, Австралию не надо забывать. Люди стараются, люди заботятся о том, чтобы потолок работал. Может быть, на их плечах, на плечах австралийцев все держится. Мы не знаем. Так вот, они приняли решение, что нужно ввести потолок цен на российскую нефть. Приняли они это решение после того, как заметили, знаете, как индеец зоркий глаз на 10-й день в камере заметил, что нету 4-й стены. Так вот, они заметили, что если российскую нефть с мирового рынка убрать, к чему они стремились своими санкциями, то на мировом рынке будет дефицит. И, с этим надо что-то делать. Но вы же не можете санкции откатить обратно. Не можете откатить обратно. Вы не можете дать какие-то послабления. Не можете дать послабления. И надо было придумать какую-то систему, которая и наказанием выглядит. И в то же время выгодно для Российской Федерации, чтобы в этой системе оставаться. Посмотрели на рыночную цену российской нефти, которую публиковало по данным агентства Argus Министерства финансов Российской Федерации. Заметили, что это $66,5. Приняли, что, потолок. Отнимаем 5% от рыночной цены российской нефти марки Urals, округляем в сторону понижения, говорим, что это потолок. Понятно, почему они сейчас хотят пересмотреть. Да, кстати, Борис был совершенно прав. Каждые 2 месяца они собирались пересматривать этот самый потолок. Как-то он до сих пор $60. Что случилось? Очевидно, крыша съехала, поэтому не до потолка. Чисто архитектурное соображение. Мне кажется, австралийцы плохо работают. Они плохо его держат. Так вот. Надо воткнуть в коалицию Новую Зеландию, она там рядом. Новую Зеландию. Кстати, пингвины еще могут помочь. Ладно. Обиженные пошлинами. Против них тоже там вводили что-то такое бескомпромиссное. Ладно. Надо поехать туда, задать вопросы пингвинам. Как вы относитесь к потолку цен, к пошлинам, к прочему? Блумберг съездит, я за него спокоен. Ехать не надо. Я думаю, они найдут источники, хорошо знакомые с информацией, но глубоко анонимные. Как это обычно бывает. Так вот, сейчас потолок решили пересмотреть, по крайней мере, сообщают о том, что решили пересмотреть потолок, потому что, очевидно, при текущих ценах. Кстати, давайте на цены глянем. А то давно мы их не видели. Давайте глянем на цены и поспекулируем по этому вопросу. Мы здесь видим цены на нефть марки Brent, точнее, котировки, на июльский фьючерс нефти марки Brent за последнюю неделю. И, как вы видите, после некоторого снижения, где-то в середине недели, мы еще коснемся вопроса, откуда это снижение взялось, с чем оно связано, мы видим, что цены вернулись где-то к $65. Чуть ниже, но все равно около 65. Разумеется, при таких вводных, как-то странно оставлять $60 за баррель. Давайте поговорим. Может, мы пересмотрим, может, мы снизим потолок.
Потому что получается, что это что же? Это Россия может вообще просто возить нефть как ей угодно, и ее никто не будет сдерживать, потому что наша нефть стоит примерно в рамках потолка. Отвратительно. То есть, если котировки сейчас в районе 65, нефть Юралс традиционно стоила процента на 3 дешевле Брента, делаем 59,99, все, мы выскользнули из-под потолка, распускаем теневой флот, наслаждаемся жизнью. Кстати, о теневом флоте. Против теневого флота тоже задумали недоброе. Будет нанесен в рамках 18-го пакета санкций. Вот, если что, только что был принят 17-й пакет санкций. Если что, нам можно задавать вопросы, комментарии, предложения писать вот с помощью QR-кода, который здесь в углу экрана появился. Так вот, 17-й пакет санкций приняли, а это они 18-й обсуждают. Пакеты должны наполняться, как это, spice must flow, а тут пакеты должны flow. Причем люди, которые придумали 30 тысяч рестрикций, делают это с совершенно серьезным выражением лица. Что характерно. И думают, что к ним все со стороны относятся очень серьезно. Там представитель немецкого руководства выступил, сказал, мы пока даже не начинали, сейчас мы начнем вводить санкции, ох, мы введем, ох, будет страшно, ох, берегитесь все. Мы сейчас выйдем из зоны комфорта, и вот тогда начнется. Я думаю, что ряд европейских компаний уже вышли из зоны комфорта, а если посмотреть на индекс промышленного производства конкретно в Германии, там, знаете, так, 7% от всех игроков, это много. От всех игроков, они взяли, вышли из зоны комфорта, и им не очень понравилось. Почему-то вернуться обратно в зону комфорта они не могут. Я не знаю, почему. Давайте еще одну цитату Bloomberg про теневой флот. Там будет страшно. Возможно, даже ужасно. ЕС планирует расширить санкции в отношении теневого флота нефтяных танкеров России и рассматривает возможность введения дополнительных ограничений в отношении кредиторов, которые, как считается, помогают Москве в военных действиях, а также в отношении Российского фонда прямых иностранных инвестиций, сообщили те самые анонимные источники, но очень хорошо знакомые с информацией. И, кстати, возможно, мы зря иронизируем. Мы, возможно, очень зря иронизируем, ведь, как сообщает Bloomberg, поставки российской нефти в Индию упали после рекордного роста. Тут я замечу следующее. Смотрите, против российского теневого флота, который не российский, не теневой, это не важно, российский теневой флот, им так приятно называть, страшнее звучит, были введены санкции еще при Байдене в январе 2025 года. И тогда где-то 183 судна под эти санкции подпали. И значит, Bloomberg сообщает, что поставки российской нефти в Индии упали после рекордного роста. Правда, это было сказано 1 августа 2023 года. А давайте мы на некоторые графики посмотрим. Так, чтобы немножечко реальности привнести в наше неспокойное время. Что это за графики? Это графики, которые сам Bloomberg рисует у себя в разных статьях по поводу объемов поставок российской нефти, иракской нефти, саудовской нефти в Индию. Кстати, хорошо, что у нас нашей статистики, наших поставок нет, и хорошо, что этой статистики нет больше ни у кого, кроме тех, у кого она есть. Можно все узнать у Bloomberg, а Bloomberg никогда не врет. Здесь я замечу следующее. Если мы присмотримся к этим чудесным графикам, мы увидим страшное. В декабре 2023 года из России в Индию, то есть до этих страшных ограничений, которые были введены в начале текущего года, до страшных ограничений, которые были введены в мае текущего года, там просто еще более страшные ограничения уже со стороны ЕС были введены. Так в декабре 2023 года поставлялось 1,5 миллиона баррелей в сутки в Индию из России. В декабре 2024 года перед введением страшных санкций поставлялось всего 1,5 миллиона баррелей. Там 1,5, а тут всего 1,5. А потом, дорогие друзья, если присмотреться опять же к этому графику, мы заметим, что в марте 2024 и в марте 2025 года одинаковый объем был поставлен. В апреле 2024 года было даже чуть меньше, чем в апреле 2025 года поставлено. И в мае 2025 года поставляется столько же, сколько в мае 2024 года. После всех ограничений,
после всех санкций, против всех судов. Нет, мы с глубоким сочувствием ко всем владельцам компаний, ко всем капитанам кораблей, ко всем сотрудникам, которых задевают эти санкции. Я понимаю, что на их деятельности, без шуток абсолютно, это сказывается. Но на поставках... Я думаю, что если бы они написали не упали, а рухнули, обрушились, обвалились, было бы еще страшнее. Нет, просто нефть – это такая штука, у которой есть ярко выраженная сезонность потребления. Летом надо больше, чем зимой, этой самой нефти. По крайней мере, когда лето в северном полушарии. Ну, в южном иначе. Не, ну, в южном тоже зимой надо меньше, чем летом. Просто у них зима и лето. Кстати, вот почему на Австралии все держится. Они вносят такую нотку неопределенности в работу всей этой системы с потолком цен, потому что у них зимой лето, а летом у них зима. Ну так вот, летом надо больше нефти. Поэтому зимой поставки могут снижаться, а летом они могут расти. И что характерно, каждый год они делают именно это. Зимой снижаются, летом растут. Но да, ждем страшных ограничений против теневого флота, который принадлежит эмиратским, китайским и еще различным компаниям. Вот ограничений против этих компаний, против флота, который им принадлежит. А тут, кстати, страны ОПЕК+ сделали страшное. Меня на самом деле что радует, что вот в последнее время, по крайней мере, недели-полторы, вот стоят фьючерсы порядка $65, немножечко колеблются. Они уже устали колебаться вслед за оральными интервенциями, то из Вашингтона, то из Брюсселя, то еще из откуда, из какого-нибудь странного места, и немножечко успокоились. Так что вот то, что мы вам тут рассказываем про чудеса от Блумберга, рухнувшее, упавшее, потолок упал, объемы поставок в Индию упали, все упало. Это, конечно, такое летнее развлечение. В северном полушарии летом любят пошутить. Вот они и шутят, как умеют. А теперь еще у нас ОПЕК. Да, ОПЕК+. Я сегодня чудесную новость прочитал о том, что стратегия ОПЕК+ дает свои плоды. Думаю, что же за стратегия? А там... Где плоды? Где плоды? Плоды страшные. Количество буровых в Штатах снижается. То есть авторы новости искренне считают, что, знаете, ОПЕК вот просто работает над тем, чтобы количество буровых в Штатах снижалось. Спит, видит, когда же там сократится количество буровых. Я боюсь разочаровать. ОПЕК такой ерундой не занимается. Потому что по банальной причине. Если, вдруг кто-то думает, что ОПЕК+ сейчас, знаете, наращивает производство, чтобы сбить цены, чтобы... Кто-то говорит, понравится Трампу. Решения, правда, об этом принимались до того, как Трампа вообще избрали, но это ладно, сразу решили Трампу нравится заранее. А кто-то говорит, что нет, это против американской сланцевой добычи. Видимо, люди забывают, что, если... Делается специально, чтобы Трампу не нравится. Да, то есть одновременно. И нравится, и не нравится Трампу, чтобы он метался, чтобы он крутился, вертелся и не знал, что же ему делать. Видимо, какая-то такая за этим всем логика. Так вот, как пишут наши незамутненные издания, ссылаясь на Bloomberg, который ссылается на источники, знакомые ситуации, это цитата, если что, это мы не иронизируем, это так в тексте. Так вот, а наши незамутненные издания, перепечатывающие незамутненно Bloomberg, пишут следующее: ОПЕК+ собралась продолжать снижение цен на нефть. Давайте Bloomberg почитаем, как там они снижают. Увеличение добычи на 411 тысяч баррелей в сутки в июле, в 3 раза больше, чем планировалось изначально, является одним из обсуждаемых вариантов, хотя окончательное соглашение еще не достигнуто, сообщили делегаты, попросившие не называть их имен, поскольку информация является конфиденциальной. Окончательное решение... Вот такое впечатление, там очередь выстраивается. Ребят, имя не называйте, но сейчас скажу вам конфиденциальную информацию. И достоверную. И достоверную. Я источник, я знаком с ситуацией. Окончательное решение должно быть принято на собрании 1 июня. О чем речь? ОПЕК+ 2 месяца подряд принимал решение об ускоренном росте, об ускоренном сокращении добровольного снижения производства нефти. Или о частичном восстановлении добычи в рамках тех сокращений, которые добровольно взяли на себя 8 стран ОПЕК+. Это тонкий момент, именно добровольно, не то, что подписано в соглашении ОПЕК+, а то, что страны брали дополнительно. Вот дополнительно взяли, теперь потихонечку отказываются. То
То есть у ОПЕК плюс есть свой потолок. Потолок добычи, выше которого добывать нельзя. А тут чуть ниже этого потолка 8 стран договорились производить. Это и Россия, это и Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, ну и еще ряд игроков. Так вот, а тут решили увеличивать добычу на 411 тысяч баррелей в сутки. 2 раза за предыдущие 2 месяца вот принимали такое решение. И сейчас якобы, вполне возможно, кстати, обсуждается такое же решение на июль. То есть ОПЕК+, если строго подойти к вопросу, просто возвращается к тому графику, который был принят осенью 2024 года. Изначально. Который согласован, подписан, утвержден и так далее. Во-первых, давайте все-таки посмотрим, а почему ОПЕК+ так странно поступают? И для этого у нас есть таблица. В нашей программе много графиков, таблиц. И вот таблица. На этой таблице видны прогнозы ОПЕК, которые были опубликованы вот буквально на прошлой неделе, то есть в мае 2025 года. Прогноз роста спроса на нефть. Там наверху 1Q, 2Q – это кварталы. Да. Кварталы года. И вот мы видим, что на второй квартал, с учетом появившейся информации всей, 104,26 миллиона баррелей в сутки. А на третий квартал прогноз роста спроса 105,39. То есть прирост больше, чем на 1 миллион 100 тысяч баррелей. Спрос. Нефть, сезонный товар, о чем мы сказали. Летом потребляется больше. Кстати, что удивительно, многие аналитики прогнозировали, что у Китая начнет падать производство электрической энергии. Оно выросло. Что косвенным образом нам говорит о следующем. О росте спроса на энергоносители вообще темпами выше, чем предполагает Международное энергетическое агентство и другие не менее уважаемые структуры. Вот ОПЕК исходит из этих данных, что по отношению ко второму кварталу, в третьем квартале спрос вырастет более чем на 1 миллион баррелей в сутки. И есть во-вторых. Первое соображение понятно. Спрос вырастет на 1 миллион, объем добычи вырастет на 400 тысяч. До этого уже на 400 увеличивают в июне, соответственно, еще на 400 тысяч, допустим, договорятся. Возможно. Увеличат в июле. Точнее, в июле увеличат, значит, начнут увеличивать в августе. Эта нефть начнет активно поступать на рынок, и из нее будут производиться нефтепродукты. То есть в третьем квартале. А есть нефтяные цены за месяц. Давайте на них тоже глянем, чтобы понимать контекст, в котором некоторые наши незамутненные издания рассказывают о том, как ОПЕК обрушивает цены. Ой, а это что получается? Цены весь месяц там было, они, конечно, падали, но сейчас они где-то в районе 65, туда-сюда колебаясь, держатся. Да, они упали, безусловно. Но упали они не из-за решения ОПЕК+. И ОПЕК явно не старается цены сбить. Наоборот. Вот появляется статья в Bloomberg, мол, страны ОПЕК решили увеличить добычу. Котировки падают, а потом они почему-то восстанавливаются. Да, не до тех уровней, которые хотелось бы видеть, но все-таки восстанавливаются. Еще одну таблицу посмотрим, чтобы закруглить эту картину. Эта таблица, это выдержка из страницы на сайте Управления энергетической информацией при Минэнерго Соединенных Штатов Америки. Здесь мы видим с вами следующее. Мы видим объемы добычи сырой нефти в неделю, средние показатели. И вот видим май. Меньше 13,4 миллиона баррелей. А до этого было в апреле больше 13,4. В марте было больше 13,5. А как так? А что происходит? А что случилось? А детка отказывается бурить? Бури, детка, бури не работает? То есть, если верить МЭА, ОПЕК плюс занимается снижением цен, а буровики Соединенных Штатов эту цену поднимают. Вот так и живем. Детка бурить не хочет, приходится бурить ОПЕК. И получается, на 1 миллион я сейчас не то чтобы соображение ОПЕК+ обрисую, но некоторую математику, которая следует из прогнозов ОПЕК и из данных, которые вот американцы сами публикуют у себя. Получается прирост на 1 100 000 баррелей и снижение производства в Штатах на 100 000 баррелей примерно. Какое рыночное окно открывается?
И стоит ли на 3 месяца подряд на 400 тысяч баррелей увеличивать добычу? Ну, знаете, вопрос такой. ОПЕК плюс оставляет за собой всегда право и возможность пересматривать свои планы по объемам производства. Оперативно реагируя на складывающуюся обстановку. Ну и, собственно говоря, вот примерно так. Когда 18-й пакет примут, мы, конечно, его обсудим, потому что, ну, правда, вы уже, знаете, утомляют эти пакеты с пакетами, которые... Главное, что люди, которые это придумывают, делают это с серьезным выражением лица. У нас сейчас будет 18-й пакет санкций, и экономика России разорвется в клочья. Те клочья, которые были до этого, они не клочья, а вот сейчас будут клочья. Потому что очень решительно.